Как, в общем, происходит с точки зрения плеера сборка контента на лету? Ну, есть вещи, которые мы знаем изначально из данных. Это сами медиа, они хранятся в облаке, и в базе хранится порядок медиа и виджетов. То есть мы знаем, что с 1 по 5 секунды нужно воспроизводить эту картинку, с 4 по 10 другую картинку, потом видео, а параллельно, например, аудио. И это параметры, которые настраиваются в сборщике. Ну, то есть редактор собирает контент по таким правилам. И потом нам нужно что-то с этим медиа делать. Проблема в том, что хоть соотношение сторон плеера у нас зафиксировано на 19:9, но медиа, оно не зафиксировано. А может быть любого соотношения сторон, и нам нужно как-то обрабатывать эту ситуацию. Ну вот, у нас есть вертикальная картинка, и точнее у нас есть на самом деле какая-то картинка, и плеер, но мы его соотношение сторон знаем. Как выходить из этой ситуации? Ну, есть самый примитивный способ — это просто растянуть эту картинку по горизонтали и по вертикали. Но тогда мы получаем искаженное изображение. Ну, знаете, такую отсылку на телевизионный формат, когда мы выбираем разрешение, и у нас все как-то там растягивается. Ну, мы не можем себе позволить растянуть картинки, особенно если это не такие картинки, а какие-нибудь настоящие логотипы, это будет просто некрасиво. Чтобы не терять соотношение сторон исходной картинки, есть два способа. Ну, они называются cover и fit. Слева это cover, то есть он гарантирует, что никакая часть плеера не останется без изображения. То есть у нас не будет полей. Но при этом у нас не гарантируется, что картинка поместится вся. А справа fit, примерно наоборот. То есть у нас картинка помещается всегда полностью, но у нас могут остаться поля. Что мы делаем? Мы комбинируем эти методы. Я подсмотрел, наверное, в ТикТоке, когда нужно вот так вставить какую-нибудь горизонтальную картинку в ТикТок, то обычно делают сзади фон потемнее из этой же картинки, и картинку оставляют или видео без изменений. Вот в нашем случае мы вычисляем, во-первых, где у нас должны быть поля. И для этого я вычисляю такое число, я его называю вертикальность. То есть это обобщение для вертикальной и горизонтальной картинки, но вертикальность можно сравнивать. Условно, в этом случае вертикальность картинки больше вертикальности плеера, потому что плеер горизонтальный. В этом случае у нас поля слева и справа. Но чтобы не оставлять их черными, мы как подложку вставляем фон, но не в режиме fit, а в режиме cover. Получается, что картинка помещается, а фон заполняет. Если, наоборот, вертикальность картинки меньше, то есть она более горизонтальная, чем плеер, то у нас поля остаются сверху и снизу. И то же самое мы их заполняем фоном. Еще раньше я этот фон блюрил, но потом оказалось, что это очень тяжелая задача, и начало подтормаживать. Хотя с блюром было очень красиво, но его пришлось убрать и сделать из него просто такой маленький фейд, для того, чтобы просто не тормозило.